В мире классической музыки и академического искусства те самые файлы Эпштейна и сопутствующие ему документы также оставили свои следы. Хотя Эпштейн больше вращался в кругах политиков и ученых, его личная страсть к музыке привела в его орбиту и несколько знаковых фигур из мира музыки. Кстати, он сам играл на фортепиано и посещал знаменитый лагерь для одаренных детей, но о нем немного позже. Итак, академические музыканты в его списках и архивах. Ицхак Перельман – один из самых знаменитых скрипачей современности. Его имя официально фигурирует в полетных логах самолета Эпштейна, тот самый Лолита Экспресс. Пилот Эпштейна Ларри Висоцкий подтвердил под присягой, что Перельман был пассажиром. Сам Перельман заявлял, что его контакты с Эпштейном ограничивались перелетами лишь на благотворительные мероприятия. Фредерик Шаслин – известный французский дирижер, композитор и пианист. В начале 2026 года, после публикации новых миллионов страниц документов, выяснилось, что он состоял в переписке с Эпштейном. Согласно расследованию, в 2013 году Шаслин писал Эпштейну письма, предлагая, цитирую, «найти отличную девушку для его следующего визита в Париж». В целом, это один из самых прямых и этически тяжелых задокументированных контактов в музыкальной среде. Контекст этих писем вызвал громкий скандал в музыкальном сообществе. Андре Превин – легендарный дирижер, пианист и обладатель 4 Оскаров. Его имя также упоминалось в связи с полетами и социальными кругами Эпштейна. Часто в контексте встреч с Вуди Алленом, который был близким другом Эпштейна. Небольшое важное уточнение по именам. Часто возникает путаница из-за фамилий. Например, Джеймс Левайн, дирижер Метрополитен Опера, который и сам был в центре огромного скандала о сексуальном насилии и груминге. Его же часто упоминают в одном ряду с Эпштейном из-за схожести, в кавычках, методов работы с подростками. Но прямых документальных доказательств их совместных дел в опубликованных списках Эпштейна на данный момент нет. Ну и только лишь в контексте PDF, вы поняли, да, что я имею в виду, иногда упоминают Михаила Плетнева из-за скандала в Таиланде в 2010 году. Однако на данный момент в официальных списках Эпштейна его нет. Что касается лагеря, то связь Джеффри Эпштейна с классической музыкой – это не просто хобби, а продуманная часть его имиджа, так называемого интеллектуального мецената и, к сожалению, эффективный инструмент для поиска жертв. Для него мир высокой культуры был идеальным камуфляжем, ведь в обществе академических музыкантов и меценатов никто из детей, из родителей не ждал подвоха. Не ждал подвоха от человека, который спонсирует юные таланты. Интерлакен Центр – это один из самых престижных творческих лагерей в мире. Это всемирно известное место, объединяющее престижный летний лагерь и круглогодичную школу-интернат, или, как ее называют, Академию искусств. Лагерь представляет интенсивное обучение музыке, театру, танцам, кино, писательскому мастерству и изобразительному искусству для детей и подростков. Основные направления там – классическая музыка, джаз, театр, изобразительное искусство, кино, писательское мастерство, танцы. Это и летний лагерь разной продолжительности, и Академия искусств, как круглогодичная школа. Поступление очень конкурентное, особенно на театральное и музыкальное отделение. Расположен он в лесистой местности на северо-западе штата Мичигана, предлагая погружение в творческую среду. Это место считалось до этого времени одним из ведущих в США для молодых талантов в области искусства. Эпштейн имел с этим местом личную историю. Так, в 1967 году подростком он сам был воспитанником этого лагеря. Он занимался по классу фортепиано. По воспоминаниям современников, он был весьма одаренным пианистом. Фортепиано стояло в каждом его особняке, от Нью-Йорка до его знаменитого острова. Он часто играл гостям, создавая образ глубокого, тонко чувствующего эстета. Став богатым, Эпштейн начал вливать в Интерлакен огромные деньги. Он основал стипендию своего имени и спонсировал строительство корпусов. Он продолжал
туда ездить. Но для Эпштейна лагерь был настоящим охотничьим угодьем. Под видом мецената он получал доступ к подросткам из бедных семей, которым он обещал оплатить обучение, купить дорогие музыкальные инструменты или познакомить с нужными людьми в мире большой музыки. Появляясь в лагере под руку с такими, знаете ли, величинами, как Ицхак Перельман, он покупал себе абсолютное доверие родителей, администрации. Кто заподозрит вообще друга великого скрипача? Никто, конечно. Никто. И так он и приглашал юных музыкантов выступать на своих частных приемах, создавая атмосферу салона XIX века, что помогало ему очаровывать политиков, ученых. Брал ли он детей из лагеря на остров? Ну, прямых документальных доказательств того, что он увозил группы детей именно с территории лагеря на вот этот вот остров в открытых списках, нет. Но, тем не менее, в ходе расследования 24-26 годов всплывали показания о том, что Эпштейн приглашал молодых девушек-музыкантов из вот этого лагеря в свои дома в Палм-Бич, по-моему, называется, якобы для музыкальных занятий или каких-либо прослушиваний. Часто в лагерь ездил не сам Эпштейн, а его помощницы, например, Гислин Максвелл, которые высматривали подходящих ему детей, втирались к ним в доверие под видом наставниц и так далее. В 2019 году лагерь официально дистанцировался от Эпштейна, убрал его имя со всех зданий и выразил сожаление о том, что их площадка использовалась для подобных целей. И на этом все. Ну и в конце, что я думаю на этот счет? Знаменитости мировые или люди, наделенные неимоверной властью, они уже не знают, чем себя развлечь, перепробовав все в этом мире. Часть испытывает синдром Бога, мол, я могу людей, мне ничего не будет. Я могу младенца и не сесть. Попробую-ка я сделать вот это вот своими руками. О, получилось. Кто-то из его гостей и правда летел, чтобы, там, не знаю, думал, что там максимум оргии, а оказалось, что там пожестче. Кто-то себя испытывал, мол, как я вообще могу низко пасть, надо попробовать, что там будет. Насколько у меня нет морали, на что я готов. Политическое лицемерие, нравственное разложение. Страшно и омерзительно видеть на видео и фото тех, кого знают во всем мире. Это же элита мира. Оказывается, они просто педофилы, они, оказывается, люди, убийцы детей в конвейерном масштабе. И все это годами поставляли их со всего мира. Они их даже выбирали. Поставляли же, скорее всего, чтобы иметь тот самый компромат. Но сами они себя же судить не будут. Слив файлов Эпштейна – это проверка реакции людей на факт, который раньше вызвал бы, наверное, не знаю, праведный гнев, свержение правительства, революцию какую-нибудь. Сейчас люди напичканы лекарствами, они напичканы гормонами, антидепрессантами для подавления чувств, для подавления эмоций своих. Полуовощи просто ведут бровью, и некоторые даже шутят об этом деле, за которым тысячи смертей и искалеченных судеб. А сколько историй сейчас показывает американское телевидение и YouTube, волосы же дыбом. 25 лет, да, прошло? 25 лет, там, с 94 года или даже раньше. Также никто особо не отреагировал, тем самым, по сути, легализовав и до этого никак не скрываемые случаи, которые описывала та же Волочкова, помните? Наговорили на нее, что она там сумасшедшая какая-то. И впоследствии она такое и стала, да. Но там, конечно, немного другой случай. Не такой масштабный, без таких вот миллионных аудио, видео доказательств.
которые собирались десятки лет, и нет имен. Но это вполне себе может быть тоже стопроцентной правдой. Кто не помнит, давайте я сейчас зачитаю. Все это до сих пор есть в интернете, 2013 год. Итак, цитирую. «Комсомольская правда». Очередную волну скандала вокруг Большого театра подняла бывшая солистка Анастасия Волочкова. Она утверждает, что молодых балерин эксплуатируют вне сцены. «Я Америку не открыла», — говорит Анастасия. Эскорт-услуги оказывались балеринами Большого театра еще 10 лет назад, с позволения Анатолия Иксанова. «Я знаю это со слов девушек, которым эти услуги были навязаны. Их фактически подкладывали под олигархических товарищей, под людей с толстыми кошельками. Иксанов, Швыдкой и компания олигархов за свой счет вывозили труппу за рубеж. В Париже и Лондоне для их мероприятий снимались не клубы, не банкетные залы, а Версаль и Букингемский дворец. Администратор Большого театра, не стану озвучивать его имя, составлял список девушек, которым в приказном порядке было велено присутствовать на приеме с продолжением банкета. В случае отказа балеринам угрожали перекрыть кислород в театре. Сегодня эта ситуация еще больше усугубилась. Страх потерять работу и возможность танцевать. На кардебалетных легче воздействовать, их проще запугать. С солистами сложнее. У них все-таки есть имя, они могут и возразить. Только вдумайтесь, что происходит. Анатолий Иксанов отказал Галине Павловне Вишневской в проведении ее юбилея. А олигархи запросто отмечают свои даты в Большом театре. Сегодня ни для кого не секрет, что существуют ставки. Сколько стоит роль в спектакле? Сколько стоит взять девочку из хореографического училища прямо в Большой? А билетный бизнес? Знакомая моей мамы с дочерью недавно посетили спектакль, заплатив 40 тысяч рублей за 2 билета. Это нормально? Ничего людей уже не трогает совершенно, ни война, которая длится уже больше 4 лет, ни детей со всего мира. Проверочное вскрытие ужасов вот этих показало, что люди готовы терпеть, а значит дальше будет еще хуже повестка, и никто ничего не сделает. Результат достигнут. Называется это окно Овертона. Половина файлов еще засекречена пока что, обнародованы они там типа с 80 закрытыми замазанными текстами. Да и все самое важное, фото и видео, мы тоже не узнаем с вами никогда. Но схавают абсолютно все, я уверена, и адренохром, вот этот вот, и коньяк, и младенцев, и фермы для разведения, и отключенный мозг, и вареные ноги, и поставки девочек со всего мира, особенно из России, Польши, Словакии, Словении. Там. На физическом уровне с этим невозможно бороться, наверное, на ментальном уровне. Не знаю, психика отказывается, такого в нашем мире быть не должно. Самое страшное, что можно учинить, я не знаю, на этой земле, это вот такое вот издевательство, это вот такие вот увечья, какие творили все эти суперизвестные, супервлиятельные люди. Такое насилие беззащитных десятилетиями. И кто их накажет? Они знают, что они останутся безнаказанными за это все. Адвокат Трампа и генеральный прокурор США Тодд Бланш, он заявил, что расследование по делу Джеффри Эпштейна завершено, и, мол, новых обвинений не будет из-за отсутствия достаточных доказательств для преследования кого-либо, несмотря на публикацию миллионов документов. Как говорится, в этом расследовании мы вышли сами на себя. Дело закрыто. Это страшно, это какая-то, я не знаю, похуистическая, извините, реакция людей вот на вот это все, и то, что никого даже не задержали до сих пор, кроме вот этой женщины Максвелл. Но знаете, почему многие молчат? Не потому, что их не переворачивает от ярости,
а потому что за пост в соцсетях просто могут постучать вам в дверь и уничтожить вашу жизнь. Потому что ничего не изменится, потому что те, кто не молчал, они уже убиты. Вот и вся история. Да, и эмпатии, видать, уже на гормональном уровне не существует. И не пишите, мол, они выпустили вот эти вот все файлы про всех этих знаменитостей, как отвлекающий маневр какой-то. От каких таких важных событий вообще можно отвлечь вот такими фотографиями, такими видео, такими документами, где, не знаю, там потом детей. Что такое должно произойти? Что это, я не знаю, встреча в Давосе, это падение биткоина, это ваши вопросы ЖКХ? Что может быть важнее? Вот такое вам немного из мира двуногих животных, хотя не хочется сейчас обижать зверей. Весь мир во лжи. Молчание — это тоже соучастие. Даджаль уже вышел и бродит среди людей.